Привет, физкультурники! Что-то мы с вами давно не записывали влоги, да? Ну как давно? Уже, думаю, как больше года прошло, когда последний раз я это делал. Итак, я сегодня решил записать влог, так сказать, один день из жизни. И сегодня у меня выпал такой более-менее спокойный день. И поэтому я думаю, что можно записать какое-нибудь видео, как проходит день, что делается, как работается, ну и все, что с этим связано. Поэтому, друзья, устраивайтесь поудобнее. Всем, кому это интересно, как всегда, лайк, подписка. Вам не сложно, мне приятно, а YouTube полезно для продвижения моих видео. И давайте получать удовольствие от моего влога вместе. Погнали! Ну что, народ, у нас сейчас утро, и первым делом то, что мы делаем, у нас работа. Сейчас 3 часа в кроссфите у нас будет тренировки, но потом еще будет 1 час персональной тренировки уже в другом месте, в другом городе. Вон там у нас асфальт такой классный. Смотрится, кстати, очень красиво. За домами так. Ну что, народ, мы закончили первую часть рабочего дня. В кроссфит-боксе работать закончили на сегодня. 3 часа пролетели. Даже не заметил. Но при этом даже не успел проснуться до сих пор. Кошмар. Значит, так, сейчас у нас по плану персональная тренировка. Так что, блин, ни хера не видно на этих дорогах. Так что сейчас мы едем за кофе. Плюс завтрак, как всегда, к сожалению, завтрак в машине. Даже как человек поесть нету времени. И едем на персональную тренировку. Итак, народ, значит, кофе, как я сказал, холодный. Взял. На завтрак у меня мюсли и манго, все это залито молоком и настаивалось. Мюсли, естественно, там фрукты, какие-то орехи, овсянка. Все это настаивалось всю ночь в холодильнике. И, как всегда, кушаем в дороге, потому что времени другого нет, а сейчас время именно завтрака. Так что, народ, я отправляюсь, как сказал, на персональную тренировку. Увидимся уже чуть позже. Всем приятного аппетита, кто сейчас садится хавать. И увидимся позже, народ. Пока. Так, друзья, мы закончили работать, закончили персональную тренировку. В общем-то, на сегодня у нас день свободен. Вечером, если получится, ничего не изменится, я еще поеду потренироваться сам. Ну, а сейчас мы идем супер. Нужно немного закупиться хавки. Если получится, я даже вам подсниму, что я там буду закупать. Итак, друзья, в супере я обычно закупаю овощи, фрукты, там молочку, вот такие вещи. Мясо я в последнее время перестал закупать в супере, потому что у нас на супере менее качественное. Я езжу в специальный магазин, который специализируется именно по мясным продуктам, и там закупаю. После супера мы туда съездим и посмотрим, что мы возьмем там. А сейчас овощи, фрукты и молочко. Погнали! Итак, народ, пока что мы набрали молочко коттеджи, немного йогуртов. Тут у нас мандаринки, бананы, манго. Это подсластитель воды, иногда хочется сладкое, чуть-чуть добавляю для сладости. Здесь зелень, колораби взяли. Зелень насколько колораби, все остальное у нас есть. Немного газовой воды. Очень люблю эту воду, самую эту, и молоко. Что вы думаете, вот самое главное, чуть не забыл, для туалета. Как же без этого? А то уже давно закончилось, никак не куплю себе.
Так, друзья, для прикола, чтобы вы понимали, у нас бензин стоит 7 шекелей 11 центов, так сказать, да? То есть, по большому счету, это получается у нас, что я заправился, 25 литров, 26, 183 шекеля. Ну что, народ, я вам показал, что у нас бензин сейчас стоит 7.11 шекелей, да, это приблизительно где-то 2 с небольшим доллара, скажем, грубо говоря, 2 доллара. 2 доллара, это получается, я заправил сейчас 25 литров бензина, мне вышло, 25 литров эти, мне вышло 100, извиняйте, что я торможу, я просто тут паркуюсь. 2 литра мне, 25 литров мне вышло 186 шекелей, то есть, грубо говоря, где-то 70 долларов я задал сейчас за... То есть, друзья, 70 долларов я отдал где-то за вот эти вот 25 литров. Круто. Но теперь погнали за мясом. Итак, друзья, просто чтобы было вам понятно, да, я заплатил практически, сколько? Не практически, а где-то 400 шекелей у меня вышло на мясо, что я купил из мяса. Но оно действительно качественное. То есть взял вот такие 2 штуки с гамбургерами. Гамбургер, да, то есть это у нас антрикот. Это у нас, не помню как называется, другое мясо. Окей. Взял печень говяжью. Вот такая вот вырезка. Да, взял вот такие вот, что-то вроде тефтелей. Тоже одно это из молодого, по-русски тале это... То есть тут не этот теленка, да, это теленок и жир тут из овцы. Овца. Окей. А вторая это чисто тоже, ну тоже какая-то вырезка там качественная. Я не помню, не знаю просто как точно перевести вам это. То есть одни это из молодой, как я сказал, из молодой коровы, да, из телят. 2 таких и одна такая же еще где-то у меня есть здесь. И это... А, нет, только 2 такие. Значит, ту я не брал. Окей. Значит, где вот такие вот из телят. Взял туну. Никогда не брал туну, но, например, эта туна, она намного лучше выглядит, чем то, что продаются на суперах. Я такую не видел. Красная, толстая. Обычно в суперах она в 2 раза тоньше. И какой-то такой у нее цвет бледно-мертвый. Но она и дороже стоит в 1,5 раза. То есть взял попробовать. Таких 4 куска. И 2 килограмма курицы, грудинок. То есть, в общем-то, не так много, да, как вы видите, это далеко не так много и не так круто по мясу. То есть, ну, на недели 2, думаю, хватит. Вот, но все это вот обошлось 400 шекелей. В долларах это выходит у нас приблизительно 340-350, я не знаю, сколько сейчас долларов, где-то в районе 340 стоит 100 баксов это. Да, то есть это вышло 400, ну, значит, где-то баксов 115-120 выходит вот это все. Ну вот как-то так у нас по ценам. И продолжаем. На сегодня, в общем-то, все. В смысле покупок. Ну еще надо кофе купить. У меня кофе закончился. Но это уже будет дальше. Посмотрим, или я поеду сегодня в хороший кофейный магазин. Я там никогда не был. Хочу съездить, посмотреть первый раз, что это. И может быть там все купим кофе. Ладно, но это будет дальше. А пока буду разгребать, пока не начало все таять. Увидимся позже, народ. Что, друзья, идем за кофе. И мне топать где-то километр, что-то около того. Как только дойду, приду, покажу все, что смогу. Не знаю, может там снимать нельзя, но я посмотрим. Короче, дойду, вам покажу, что за кофе взял, естественно, и посмотрим, какой выбор там есть. По идее, я лазил по ихнему сайту, там выбор очень большой, дофига всего. Так что, думаю, кофе мы сегодня таки купим. Я вам покажу, что я взял. Значит, из кофе я взял вот таких вот 2 пакета по 250 грамм. Одно это Эфиопия бленд называется. Второе это Бразиль бленд. Вот это Бразиль, это Эфиопия. Окей. 2 по 250 грамм. Попробуем, что это. Если магазин, кстати, классный, неплохой. И просто у него уже там, он сказал, что из-за того, что уже такая, у него только по средам завозят новое кофе и новую как бы продукцию, так как у него сейчас у нас
вторник, то есть завтра только он получает, у него там уже все практически закончилось и мало было выбора, поэтому я выбрал только этих две. И кроме этого я выбрал для машинки еще вот такой бленд. Тут Mazda Blend. Выбрал вот такой вот, видите, здесь капсулы. По утрам как раз, чтобы не мучиться. Здесь есть 4 вкуса. Колумбия, Коста-Рика, Эфиопия и Индия. То есть вот таких 4 вкуса, здесь 100 капсул. Причем вышло намного дешевле, чем я обычно покупаю в Неспрессо самом капсулы. То есть эти 100 капсул мне вышло 75 шекелей. Обычно там 10 капсул стоит в районе 22 шекелей. Окей, то есть у меня здесь есть 100 капсул и 2 по 250, то есть полкилограмма кофе, который я готовлю, когда есть время, спокойно делаю в бленде, делаю с фильтром. И все вместе обошлось 125 шекелей. Очень дешево выходит, это очень дешево, то есть это практически без денег, очень классно. Главное, я надеюсь, что если вкусы будут хорошие, мне понравятся, я тогда буду в этот магазин еще возвращаться, еще делать. Ну а сейчас харе болтать, время и так уже позднее, уже почти 6 вечера. Так что сейчас я иду на площадку, тренируюсь. И потом будем уже закругляться, наверное, на сегодня скоро. Да, еще надо успеть приготовить на завтра поесть. Хочу вам еще показать кое-что, что я готовлю себе сейчас по вечерам на ужин. Так что, народ, скоро увидимся. Не прощаюсь. Итак, народ, я потренировался. На сегодня все закончил. Единственное, что я хотел сказать, тренировка прошла нормально. В общем-то, все классно, хорошо. Получил удовольствие. Немного попотел, недолго, минут 20, буквально такую метку на минут 20, так что, в общем-то, такой, скажем, легкий день тренировочный сегодня. Напоследок, что я вам хотел показать, это я сейчас стал себе готовить на вечер такой более протеиновый, более белковый ужин. И когда я не дома, его очень удобно брать с собой. Почему? Потому что я его запекаю. Итак, что же я делаю? Окей, я вам, в общем-то, покажу ингредиенты, потом все это смешаю, покажу, как это выглядит. Значит, смотрите, и я беру, у нас есть вот такой вот коттедж, это мягкий творог такой, окей, 3%, одно яйцо, кинамон, замороженные фрукты, и у меня еще осталось, что я тоже добавлю, это немного орехов, вот миндальные, окей, вот. И еще. Это не реклама, так как мне за это никто не платит, но я добавляю еще pancake mix от MyProtein, чтобы было больше белка. Итак, что я делаю? Я беру этот мягкий творог коттедж, высыпаю в форму, да, просто с яйцом. Вначале все это смешиваю хорошо, чтобы это была однородная масса. Потом туда просто добавляю кинамон, опять смешиваю, чтобы это было все однородно. Потом после этого добавляю туда замороженные фрукты, замороженные ягоды и орехи. Опять смешиваю, чтобы это распространилось все по полной поверхности. И минут на 20-25 ставлю в духовку. Окей, небольшая формочка, ставлю это все в духовку. И это чем удобно? Во-первых, это на вечер. Как раз вот я завтра, например, работаю до 8 до 9, то есть пока я заканчиваю, пока я доеду домой, уже будет где-то без 20:10, то есть это уже поздно на самом деле кушать, поэтому я обычно, как и сегодня был завтрак в машине, так и завтра у меня ужин, когда я заканчиваю так поздно работать, ужин в машине. Когда я брал всякий там салат или еще что-то, это менее удобно просто кушать в машине, а это очень удобно, то есть она чисто белковая, там минимум какой-то есть углеводов от этих ягод, да, и то, что там есть в продуктах, там действительно очень мало. Там минимум есть жиров, в основном только от орехов. Вот, то есть получается достаточно такой очень протеиновый, хороший ужин. И он не тяжелый, получается как такой кексик, он не тяжелый, он легкий, его там в машине пока едешь, там порубал и все. Итак, я сейчас его приготовлю, покажу, как он выглядит, потом я его запеку и покажу вам, как он выглядит уже в готовой форме. Вот, я приготовил смесь, значит, я даже посчитал приблизительно, ну, там, если есть какая-то погрешность небольшая совсем, сколько у нее БЖУ. Получается так, у нас по углеводам получается приблизительно где-то грамм 16-17, по жирам в основном из-за орехов, потому что получилось 30 грамм орехов. И получается у нас где-то 24-25 грамм жиров. И по белкам у нас получается 61 грамм белка. Окей, то есть все это, друзья, выглядит вот в такой вот квадратной, да, вот так это выглядит, пока это еще не готово. Окей, и когда это чуть-чуть подрумянится, я вам уже покажу это, как выглядит полностью. Итак, друзья,
Вот смотрите, вот так вот это выглядит. Потеет. Вот так вот она выглядит. Уже почти закончилась готовиться. Вот. И просто как такой пирог. Достаточно большое количество. То есть, если кому-то много, можно даже на 2 разделить. Эх, будет вкусно завтра. Итак, друзья, вот такой вот был у меня день. Надеюсь, вам было это интересно смотреть. И так что, как всегда, друзья, лайк, подписка, все приветствуется. Вам не сложно, мне приятно, а YouTube полезно для продвижения моих видео. И увидимся, как всегда, в следующих роликах. Да пребудет с вами сила, народ. Пока.